Шон Дип и протеиновые батончики. Минус 25 тысяч долларов за секунду. Стив О'Двайер и его покерный талисман. Всем привет! Вы на канале Академия Покера, и это ежемесячная рубрика Покер News. В этом выпуске расскажем о самых удивительных покерных событиях в апреле. А вы ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И, конечно же, пишите в комментариях, какие покерные события в этом месяце впечатлили вас больше всего. Покер.ру и Винбет. Играйте на виртуальные фишки с друзьями. Создавайте свои столы и турниры. Увеличивайте рейтинг и участвуйте в акциях. Здесь большой выбор дисциплин и турниров. Как Шон Дип почти лишился 10 тысяч долларов из-за ненависти к здоровой пище. Шон Дип один из самых перспективных американских игроков. На его счету уже 5 золотых браслетов, а его ключевая цель выиграть их больше, чем есть у Фила Хельмута. Для тех, кто не в курсе, Фил обладает 16 браслетами в СОП. Но сегодня речь пойдет не о любви Шона к протеиновым батончикам. В нью-йоркском казино проходила серия в СОП, которую Шон не смог пропустить. В этом заведении играла его бабушка, а он сам там начинал свою карьеру покер-про. На серию приехал хороший друг Шона, диджей Маккинон, который по пути в Большое Яблоко выполнил одну просьбу Диба. Забрал для него долг 10 тысяч долларов у их общего знакомого. Во время одного из турниров, когда от Шона отошла массажистка, Маккинон подошел к нему и вручил коробку протеиновых батончиков и предложил угоститься относительно здоровой пищей. Шон возразил: «Я не буду этого делать», на что Маккинон ответил: «Делай, что хочешь», и, оставив коробку с батончиками, растворился в коридорах казино. Коробка явно была лишней за столом, и наш герой убрал ее под стол. После нескольких реэнтри Шон вылетел из турнира и покинул стол, благополучно забыв коробку. Или намеренно оставив, и история умалчивает. И отправился на ужин с Маккиноном. Присев в местном ресторане, Маккинон поинтересовался, понравился ли Дибу способ, которым он получил деньги. Не будем пересказывать весь диалог, в нем много нецензурных выражений. Особенно после того, как ситуация прояснилась. Друг решил таким образом пошутить над Шоном и положил 10 тысяч в коробку с батончиками. Поняв, какую ошибку совершили оба, парочка быстро завершила обед и поспешила за стол. Ожидаемо, что коробки под ним уже не было. Не растерявшись, Дип отправился к персоналу казино и попросил найти коробку. Вероятно, Шон не только профессиональный игрок в покер, но и очень везучий. Коробку нашел в мусорном ведре уборщик. А что самое забавное, уже через несколько минут это ведро должны были опустошить и отнести мешок в большой уличный контейнер. В награду внимательный сотрудник казино получил 500 долларов. Стал ли Шон ненавидеть протеиновые батончики еще больше? Неизвестно, но ему придется обратить на них внимание. Он поспорил с Биллом Перкинсом, что до следующей серии в СОП скинет почти половину жировой массы. Но это уже совсем другая история. Как лишить себя 25 тысяч долларов за секунду и вызвать ненависть всех за покерным столом? Рассказываем рецепт. Можно сделать заметку в графе «Вредные советы». В одном из техасских покерных клубов шла ничем не примечательная игра в кэше. Пока два игрока не собрали монстров. Один участник предвкушал победу с готовым стрит-флешем, а второй уже мысленно складывал фишки в свой стек, имея на руках каре. На ривере игрок с каре ставит в банк 20 долларов и оставляет в своем боксе 10 долларов. Его оппонент молниеносно отправляет фишки в all-in и переворачивает свои карты. Настроение за столом быстро поднялось. Такая ситуация сулила неплохие денежные дивиденды в размере 100 тысяч долларов. Проигравший раздачу получает 50 тысяч долларов, победитель 25 тысяч долларов, а оставшиеся 25 тысяч долларов делят игроки, которые находятся в это время за столом. Но хорошее настроение быстро сменилось досадой и гневом. Над столом висела камера, которая записывала игру. После того, как Флор посмотрел запись, он выдал свой вердикт: Bad beat, джекпот выплачен не будет. Почему так произошло? В правилах рума оказалось одно простое правило. Любой игрок, раскрывающий свои карты до того, как раздача будет завершена, лишает весь стол права на джекпот Bad beat. На записи хорошо видно, что оппонент не успел сделать кол, как участник показал свои карты. Разумеется, начались активные споры. Неужели кто-то не доставит в банк десятку, имея на руках каре? Но владелец покер-рума остается непреклонен. Правила нарушены, выплаты нет.
На удивление, в социальных сетях мнения разделились на два лагеря. Одни требуют выплатить, другие согласны, что правила нужно соблюдать. А как вы считаете, стоило в таком случае выплачивать BadBit? Пишите свой ответ в комментариях. Вы верите в талисманы, которые приносят удачу в покере? А вот профессиональный игрок Стив О'Двайер верит. Не так давно Стив дал большое интервью, в котором рассказал о своем отношении к разному рода талисманам удачи. Он покупает почти все, что по его мнению или мнению окружающих может приносить удачу. Подробно этот фетиш Стива мы разберем в другой раз. А сегодня расскажем о забавном случае, который произошел на недавно прошедшей серии Irish Poker Open. Сперва предыстория. Пару лет назад в одном турнире, когда оставалось 24 игрока, Стива пересадили за другой стул, за которым сидел чип-лидер турнира. Стив проникся этой новостью, и когда был объявлен перерыв до следующего дня, он забрал с собой стул и спрятал его. Когда турнир стартовал, он достал его и продолжил игру. Итог ожидаем. Вместе со счастливым стулом Стив затащил турнир. Что делать с таким талисманом? Ведь он начнет приносить удачу другим игрокам. Вероятно, такие мысли преследовали Стива, когда он договаривался со стафом казино, чтобы купить этот стул. Благодаря репутации Стива и комичности ситуации, стул ему без проблем продали за символическую стоимость. Наши дни. Разгар серии Irish Poker Open в самом разгаре, и вот в казино появляется Стив. Он привез с собой на серию тот самый фартовый стул. Зарядившись на новые победы, Стив стартовал турнир хай-роллеров, но спустя пару десятков раздач вылетел. Решив, что фортуна еще не разобралась, что это тот самый стул, Стив сделал повторный вход и снова продержался менее получаса. Итог серии Irish Poker Open для нашего героя – одно попадание в призы в турнире за 350 евро с выплатой $775. А между прочим, Стив сегодня занимает 14 место в списке самых прибыльных игроков со всего мира. Стив уже советует продать стул, так как он потерял свою магическую силу, но Poker Pro пока не высказал желание расставаться с талисманом и с большой вероятностью даст ему еще один шанс. А у вас есть талисманы, которые приносят вам удачу? Пишите в комментариях. И не забудьте посмотреть на канале серию выпусков в рубрике «Вопросы тренерам». Предупреждаем сразу, вопросы вообще не касаются покера. Вы точно узнаете наших тренеров с другой стороны. И переходите по ссылке в описании, чтобы получить скидку на обучение покера в нашей академии. На сегодня это все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.